канале Будь Мужиком, и сегодня я хочу поговорить с вами о том, за что же вам могут отключить газ. Газовая служба в нынешнее время уже немножечко подобнаглела, скажу вам честно, и написала такую интересную книжечку, которая называется «Кодекс газораспределительных систем». Так вот, в этом кодексе я почитал, есть очень интересные пункты. Там указано полностью все, за что же именно вам Одессагаз именно имеет право отключить газ. И, кстати, народ, у меня появился Инстаграм. Если вам интересно, то подписывайтесь, ссылочку я вам оставлю. И, к сожалению, скажу вам, изменения далеко не в лучшую для нас, населения, сторону. Итак, поехали. Самое первое, конечно же, это то, что если вы не оплатили своевременно услуги пользования газом, то газовая служба может вам прийти и отключить газ. Второе, это если вы не являетесь пользователем газораспределительной системы, то бишь газ у вас есть, газ у вас не санкционированный, вы нигде не зарегистрированы, и как вы понимаете, вам могут спокойно взять и отрезать газ. Следующий пункт, это если вы взяли, написали заявление в газовую службу: отключите мне, пожалуйста, газ. Тогда они к вам пришли и отключили вам газ по вашей просьбе. Следующий пункт очень интересный. Сейчас газовая служба решила всем поставить газовые счетчики. Так вот, если вы являетесь владельцем квартиры, в которую пришла газовая служба и решила поставить туда свой газовый счетчик, спасибо вам большое. Он вам 100 лет нафиг не нужен был, вы себе топились на полную мощность, а сейчас уже будете считать деньги. Хотя, конечно, скажу вам честно, со счетчиком, конечно, платить намного меньше приходится, но, тем не менее, если они к вам пришли и решили вам установить счетчик, за свои деньги установить свой счетчик, и вы за это ни за что абсолютно не платите, такое у нас сейчас тоже практикуется, кстати, довольно-таки широко. Так вот, если вы отказались от установки бесплатного счетчика, вам могут отключить газ. Странно, но факт. И это прописано в кодексе газораспределительных систем. Так что если такое произойдет, то не удивляйтесь. Следующий пункт. Это если вам отрезали газ и вы несанкционированно подключились снова. Составляется акт на самовключение и отрезается газ заново. Следующий пункт. Если у вас по вашей инициативе, либо по инициативе газовой службы закончился договор с газовой службой на потребление газа. Соответственно, если у вас, к примеру, была газовая книжка, но вы там как-то документально себе решили, и все, и у вас уже, в общем-то, договора нет, то все, вам тоже могут отрезать газ. Также, если вам принесли акт выполненных работ, например, допустим, Одессагаз у вас что-нибудь сделал, вам принесли официальный документ, в котором указана стоимость услуг, которые они вам предоставили. Так вот, если вы отказываетесь подписать такой акт предоставленных услуг, вам тоже могут отрезать газ. Прямо Одессагаз — это какие-то боги прямо сейчас по полномочиям. Однако скажу вам, сотрудники их имеют достаточно невысокую зарплату, и в некоторых бригадах буквально остается один человек там на один населенный пункт. Я такое сейчас тоже встречал. Вот тот человек, о котором я сейчас говорю, возможно, даже смотрит мое видео. И такой немного странный, конечно, пункт, а также в других случаях предусмотрены законодательством. Итак, если вы нарушили один из первых пунктов, а именно, если вы имеете задолженность за газ, если вам хотели установить счетчик, но вы отказались, если вы пользовались газом и при этом не были нигде зарегистрированы, если вы самовключились, то есть во всех этих пунктах вам должны выдать предписание на 3 дня. Через 3 дня, если вы не заключите договор, ну и так далее, смотря что вы именно нарушили, вам придут и отрежут газ. Если же газовой службе требуется прийти к вам и совершить какие-нибудь плановые работы, которые у них запланированы уже давным-давно, но, как вы понимаете, у них там то ли руки не доходили, то ли еще что, то они вас должны предупредить за 5 дней. Кстати, если вы писали заявление на отключение газа, то в городе такое заявление будет рассматриваться 2 дня, и если вы живете в сельской местности, такое заявление будет рассматриваться 5 дней. Если вы совершили самовключение, то есть у вас был отключен газ, например, вы сами включились, то штрафа как такового не будет. Я вам, в принципе, уже об этом в своих видео говорил, однако вам будут такие, как доначисления. Как это все рассчитывается? Есть специальная формула, я сейчас вам ее выведу на экран, и здесь вы можете увидеть, что берется ваша максимальная мощность, берется дата последнего отключения, к примеру, отключили вас весной,
а вы, к примеру, включились летом, но никого это не колышет, вам начинают начислять еще с весны, потому что с весны вы числитесь отключенным. Весь этот период времени умножается на тариф за газ и на максимальную мощность. Таким образом, начисления идут просто колоссальные. То есть представьте, что ваш котел, вот люди, например, обычно работают на единичке, допустим, двоечке там зимой, чтобы сэкономить как-нибудь газ, а тут вам считают, что он работает у вас на полную катушку. Представьте себе, какое это огромное количество газа. Ну, так считают газовые службы, с этим ничего не сделаешь. Следующий пункт – это если оборудование в вашем доме, либо же газопровод на территории вашего дома, либо квартиры находится в аварийном состоянии. В таком случае газовая служба также имеет право отключить вам газоснабжение на время восстановления нормального состояния оборудования. А также газовая служба имеет право отключить вам газ за то, что вы просто не допустили их на вашу территорию. То есть, если там есть ихние трубы, если вы пользуетесь газом, если они потребовали их впустить, то теперь все, вы уже обязаны их впускать. Ну, так прописано в кодексе. Если вам, к примеру, отключают газ, вы с этим не согласны, не хотите ничего подписывать, и так, я думаю, в принципе, большинство и будет. Вообще, в принципе, должен составляться акт в 2 экземплярах. Один экземпляр отдается вам, один экземпляр газовая служба забирает себе. Если вы отказываетесь такой экземпляр акта подписывать, то возможно газовой службе либо вести видеосъемку о том, как они вас отключают, либо взять третье незаинтересованное лицо с какой-нибудь идентификацией этого лица, конечно же, поставить его подпись на акте и экземпляр акта отключения отправить вам почтой. Так что, ребят, если информация была для вас полезной, ставим лайки и подписываемся на новые видео. Всем пока, друзья!